Эта девушка выплакала все слезы, когда 60-летний мужчина предложил ей выйти за него замуж. Она не хотела этого. Она не хотела такой жизни для себя, но это был единственный способ спасти ее семью. Она и не подозревала, что узнает тайну старика, и это все изменит. Тиффани жила со своими родителями и старшим братом Каспером в сельской местности. Семья была довольно бедной, и они выполняли самую разную работу с низким доходом. В какой-то момент они стали бездомными и жили на улице. Но, несмотря на все трудности, родители Тиффани позаботились о том, чтобы отправить своих детей в школу. Брат и сестра очень хорошо успевали в учебе. К счастью для Тиффани, после окончания средней школы она получила стипендию для обучения в старших классах. Несколько лет спустя Тиффани, которой сейчас 25 лет, окончила колледж и работала секретарем. Она хотела как можно скорее завести собственную семью, но, к сожалению, ни один мужчина не хотел быть с ней. Видите ли, многие мужчины приглашали Тиффани на свидание, но всякий раз, когда она рассказывала им о своем прошлом, они прекращали с ней общение. Они не хотели иметь ничего общего с женщиной из такой бедной семьи. Они чувствовали, что Тиффани не полюбит их по-настоящему и будет с ними только из-за денег. Брат Тиффани тоже не остался в стороне от этой истории. Все женщины, к которым он обращался, относились к нему свысока из-за его финансового положения. И вот однажды эту семью ждал большой сюрприз. Однажды родители Тиффани получили написанное от руки письмо от 60-летнего мужчины, в котором говорилось, что он хочет жениться на Тиффани. Когда они увидели имя этого человека, они были ошеломлены. Этот человек был самым богатым в округе. На следующей неделе мужчина навестил родителей Тиффани и передал им несколько пакетов продуктов питания. Они отчаянно нуждались в этом, поэтому не отвергли его дары. Он также пообещал хорошо заботиться о них. Казалось, что теперь их страданиям придет конец, но для этого придется принести огромную жертву — счастье их дочери. Родители позвонили Тиффани и рассказали ей все о старике. Тиффани оказалась в очень затруднительном положении. Она мечтала о мужчине, с которым хотела бы провести остаток своей жизни, но этот старик даже близко не был на него похож. Но, думая о том, как сильно страдает ее семья, был ли у нее другой выбор? Правильно ли было отвергнуть это предложение, когда это было единственным, что могло спасти ее семью, подумала Тиффани. Поэтому она позвонила своим родителям и сказала: «Я сделаю все для своей семьи. Я выйду замуж за старика». На следующий день Тиффани отправилась домой, и ее семья получила еще одно письмо от старика, в котором говорилось, что он придет к ним следующим утром, чтобы повидаться с Тиффани. В то утро родители Тиффани позаботились о том, чтобы она надела свой лучший наряд. Тиффани была напугана. Как выглядел тот мужчина? Будет ли он хорошо с ней обращаться? Полюбит ли она его вообще? Что ж, все ее страхи исчезли в тот момент, когда она увидела этого человека и поняла, что между ними все наладится. Старик выглядел неважно, и его лицо было в морщинах, но его характер сделал свое дело. Он был очень добрым и скромным. Он был остроумен, и Тиффани многому у него научилась. Они общались так, словно были давними друзьями, и играли как дети. Вскоре семья назначила дату свадьбы, и Тиффани была счастливой невестой. Она не возражала, что мужчина был намного старше ее родителей, и ее не волновало его богатство. Она просто хотела разделить с ним свою жизнь. Старик продолжал навещать Тиффани, и с каждым днем ей становилось с ним все уютнее. Ей нравился его характер и то, как он уважал и заботился о ее семье. Наконец, наступило утро свадьбы. Тиффани стояла перед своим мужем и произносила свадебные клятвы.
Но ее разум был полон страха, а по щекам текли слезы. Было ли это на самом деле, или это был сон, от которого ей нужно было очнуться? Будет ли все по-прежнему хорошо, или на этом, казалось бы, прекрасном пути ее ждет катастрофа? Через несколько часов свадьба подошла к концу. Служащие отвезли Тиффани в один из роскошных особняков старика, где он и его невеста могли скрепить свой брак. Тиффани быстро приняла душ и села на кровать, не сказав мужу ни слова. Она была встревожена. У нее никогда не было близости с мужчиной, и она не знала, пройдет ли ночь хорошо. Старик легонько похлопал Тиффани по плечу и направился в ванную. Через 30 минут, когда он все еще не вернулся в комнату, Тиффани задремала. 3 часа спустя Тиффани внезапно проснулась и до смерти перепугалась, услышав шум воды в душе. Что он еще там делал? Замышлял ли он что-то недоброе? Может быть, ей лучше подхватить свои сумки и убежать, подумала Тиффани. В этот момент дверь ванной открылась, и оттуда вышел молодой и привлекательный мужчина. Он подошел к Тиффани с самой очаровательной улыбкой, которую когда-либо видела молодая женщина. Тиффани была напугана и дрожала, как осиновый лист. Неужели ее обманывали глаза? Это было какое-то волшебство. Тиффани попыталась закричать, но молодой человек прижал палец к ее губам и сказал: «Привет, это я». Тиффани узнала голос своего мужа, но не поверила, что это был он. В этот момент мужчина заключил Тиффани в объятия и поцеловал. На долю секунды Тиффани увлеклась поцелуем, но, придя в себя, оторвалась от него. «Что это за шутка? Отойди от меня! Я тебя не знаю!» — закричала Тиффани, и слезы хлынули из ее глаз. Она бросилась в ванную, думая, что там ее муж, но там было пусто. Затем она повернулась к молодому человеку и закричала: «Мне все равно, что он выглядит старым. Я люблю его. Он делает меня счастливой. Я хочу разделить с ним свою жизнь. Поэтому, пожалуйста, верните мне моего мужа». Тиффани думала, что молодой человек обманом заставил ее выйти замуж за старика только для того, чтобы позже заполучить ее. «Почему у тебя не хватило смелости прийти ко мне самой? Ты думаешь, власть и богатство дают тебе право обращаться с людьми так, как тебе заблагорассудится? Пожалуйста, отведи меня к моему мужу. Я не могу вынести разлуки с ним». Тиффани упала на землю и разрыдалась навзрыд. Молодой человек опустился на колени рядом с ней и нежно похлопал ее по плечу. Он объяснил Тиффани, что он действительно ее муж и что он никогда не был старым. Вместо этого он накрасился, что придавало ему такой вид, но Тиффани ему не поверила. Затем он рассказал обо всех прекрасных воспоминаниях и разговорах, которые у них были, но ничто из этого не убедило Тиффани в том, что он действительно ее муж. Молодой человек сказал, что ей нужно знать еще кое-что. Он рассказал ей, что впервые встретил ее в офисе, когда пришел на деловую встречу с ее начальником на работе. Тиффани тоже присутствовала на встрече, поскольку была секретарем. Молодой человек сказал, что во время той встречи он влюбился в ее остроумие, улыбку и скромность. «Я попросил твоего босса рассказать мне о тебе побольше, и он сказал, что ты бескорыстная, честная, скромная и правдивая. Он был прав. Ты любила меня таким, какой я есть, а не всем, чем я владею. И это то, что я искал», — сказал молодой человек, но Тиффани все равно ему не поверила. В этот момент молодой человек постучал пальцами, и в комнату вошли 2 визажиста и подошли к Тиффани. «Эти женщины превратили меня из молодого человека в старика. И я сделал все это, потому что хотел найти настоящую любовь, и я нашел ее в тебе». Молодой человек сел на стул, затем снова постучал пальцами, и визажист приступил к работе над его лицом. Тиффани с благоговением наблюдала, как визажист медленно превращал молодого человека в пожилого мужчину. Через 3 часа работа была закончена, и теперь мужчина выглядел в точности как тот старик. Тиффани сразу же разрыдалась.
Она бросилась в распростертые объятия мужчины, и они обменялись теплыми и крепкими объятиями. «Это действительно ты. Прямо сейчас не имеет значения, как ты выглядишь. Я просто счастлива, что это ты. Я просто счастлива, что ты тот мужчина, за которого я вышла замуж. Сегодня я обещаю тебе, что ты никогда не пожалеешь о том, что полюбил меня», — сказала Тиффани и поцеловала мужа. С тех пор эти двое жили долго и счастливо. Такие замечательные истории, как эта, являются прекрасным напоминанием о том, что мы всегда должны смотреть не только на внешность людей. Наши близкие могут не отличаться привлекательной внешностью, но, возможно, если мы сделаем глубокий вдох и присмотримся повнимательнее, то увидим, какие они милые, любящие и красивые. Важно не то, как человек выглядит, а то, что у него внутри. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.